Сейчас вы стоите на перепутье. Ветер обстоятельств холодом обдувает ваше сердце, шепча слова о поражении, нищете и усталости. Вы говорили себе: «Я такой, потому что они причинили мне боль. Потому что они ушли. Потому что двери закрылись». Но прислушайтесь внимательно. Эта мысль, хоть и кажется правдой, безмолвная цепь, которая держит вас судьбопривязанной к вчерашней тюрьме. Ты не заложник того, что произошло, ты участник того, что будет. Бог никогда не отнимал свое благословение с вашей жизни. Он просто ждал вашего решения подняться и взять на себя ответственность за завет. Он уже установил с тобой отношения еще до твоего рождения. Вы не были созданы, чтобы быть жертвой своих эмоций, недостатка или отвержения. Вы были созданы, чтобы быть сосудом вера, канал чуда, носитель богатства, не только денег, но и мира, здоровья и духовного избыток. Каждый раз, когда вы говорите «я не могу из-за них», ваше сердце зазабывает о своем божественном авторстве. Каждый раз, когда вы принимаете эту ложь, ваш дух закрывает еще один дверь, который должен был открыться. Жертва говорит: «Я пуст, потому что они отняли у меня». Но Создатель, истинное дитя Бог, заявляет: «Я наполнен, потому что источник никогда не иссякает». Есть секрет, я хочу, чтобы вы с этого момента запомнили. То, как вы интерпретируете свою боль, определяет, станет ли она вашей тюрьмой или вашим ключ-боль, которую вы сейчас чувствуете, не является доказательством того, что Бог оставил вас это священное приглашение к сотворчеству с Ним. Переход от эмоциональной зависимости к божественному партнерству. Сказать: «Я почувствую мир прежде, чем увижу мир». Я буду действовать с благодарностью прежде, чем увижу результаты. В этом суть сверхъестественной трансформации, чудо которой начинается не тогда, когда меняется ваш банковский счет, а когда ваше сердце сначала изменения. Представьте себе, на вашем столе лежит запечатанный блокнот. Внутри него неисписанные, следующие главы вашей жизни, ваши урожай, твое наследование, ваша история благословения. Но ты смотрел только на обложку, боясь открыть ее, потому что предыдущие страницы причиняют слишком много боли. Мой вопрос к тебе: будешь ли ты продолжать читать одну и ту же страницу жертвенности или осмелишься написать следующую с верой? Эта тетрадь вернется позже в этом путешествии, она несет в себе секрет, вы должны увидеть. Оставайтесь со мной до конца, потому что там я соберу все части воедино и покажу вам, как преобразовать недостаток ответственной свободе. Никакого дешевого мистицизма, никаких пустых утверждений, только живые слова, практическая мудрость и божественная дисциплина, раскрываемые шаг за шагом. Если это послание трогает ваш дух, если вы чувствуете, что внутри вас пробуждается нечто священное, поставьте лайк этому видео и подпишитесь, чтобы не пропустить следующее. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Потому что через мгновение вы увидите, почему одна и та же повторяющаяся мысль становится вера, как он оседает в вашем организме и как разорвать этот цикл с помощью благоразумия, работы и веры. Все, что управляет вашим взрослым, судьба началось задолго до того, как у вас появилась возможность выбора. Вы были еще ребенком, сидели за кухонным столом или слушали из угла и впитывали слова, словно вечные истины. Кто-то сказал: «Деньги не растут на деревьях», или «Только жадные становятся богатыми», или «Мы рождены, чтобы страдать». И ваше сердце, нежный и открытый, воспринял эти слова не как мнение, а как заповеди. Ты не анализировал, ты просто принимал. В этой беззащитной тишине детства убеждение пустил корни, семя было заложено не логикой, а эмоциями, тоном расстроенного взрослого, вздохом родителя по неоплаченным счетам, слезами матери, молящей о хлебе насущном. Ребенок, которым вы были, верил, что нехватка – это естественно и что избыток подозрительно. Не осознавая этого, ты стал сосудом, несущим чужие ограничения. Теперь, став взрослым, вы можете видеть, как кто-то добивается успеха,
сосед с новой машиной, коллега, путешествующий с полной свободой, и ваш разум, зрелый и рациональный, говорит «я тоже могу это». Но ваше тело, запрограммированное этими ранними воспоминаниями, тянет вас назад невидимыми цепями. Тело помнит, что дух забыл. Каждая сильная эмоция отражается в мышцах, позе, дыхании. Разум мечтает о богатстве, сердце, все еще раненое, боится его. Это скрытый конфликт между желанием и обусловленностью, между вашим божественным наследованием и унаследованной страхбогатства. Дело не в отсутствии вера, которая блокирует ваш чудо, но и сохраненная эмоция, которая ей противоречит. Видите ли, эта закономерность повторяется, как цикл замедленного действия точка благословения. Когда у меня будет больше денег, я, наконец, обрету покой. Когда меня повысит, я буду благодарен. Когда кто-то меня полюбит, я поверю, что достоин. Это изнурительное уравнение мира, благодарность как реакция, а не как творение. Но в Царстве Бог логика обратная. Благодарность предшествует чуду. Вера предшествует видению. Урожай не приходит, потому что мы полны. Оно приходит, потому что мы доверяем, пока нам еще чего-то не хватает. Когда сердце выбирает хвалу в дефиците, Бог начинает тайно размножаться. Давайте на мгновение вернемся в ваше детство. Закройте глаза и представьте, как вы впервые услышали, что деньги опасны. Вы не видели зла в монетах, вы видели его в лицах, которые их боялись. Кто-то мог сказать вам: «Мы не можем себе этого позволить». Вы усвоили не только финансовый факт, но и духовную ассоциацию. Желание – это чувство вины, успех – это чувство гордости, богатство отдаляет вас от небес. Но это никогда не было божественным учением. Это было лишь человеческим представлением. Слово «любовь к деньгам» – корень всех зол, а не сами деньги. Любить деньги больше, чем богато идолопоклонство. Но любить Боги, управлять деньгами с усердием, щедростью и трезвостью, то есть ответственное изобилие. Это священный баланс между трудом и благодатью. С этого момента ваша трансформация начинается с небольших практических действий, которые перепрограммируют как тело, так и дух. Начнем с того, что я называю журнал благодарности. Каждое утро или вечер пишите 3 строки благодарности. Не за то, что вы надеетесь получить, а за то, что уже есть, за крышу над головой, за дыхание, за урок, за возможность попробовать еще раз. Это не сентиментализм, а духовное переосмысление. Вы учите свою нервную систему чувствовать изобилие еще до того, как появится доказательство. Вы избавляетесь от проклятия промедления, убеждения, что мир откладывается до достижения совершенства. Вторая практика – это молитва усердия. Простое, скромное, но сильное в своем постоянстве. «Господи, избавь меня от зависти и дай мне руки трудолюбивые». Эта короткая молитва перезагружает душу. Она приглашает Бога в свой ежедневный труд, превращая работу в поклонение. Когда это сказано искренне, это очищает намерение. Вы не гонитесь за богатством, чтобы доказать свою ценность. Вы приумножаете ресурсы, чтобы служить, благословлять, чтить завет, что Бог сдавал со своими верующими. Цель – выберите одну честную задачу, что-то посильное, но выполненное превосходно. Это может быть что-то простое, например, уборка, учеба или завершение рабочего обязательства. Препятствие – обратите внимание на то, чему сопротивляется внутренний голос. Он может шептать «это бессмысленно» или «я недостаточно хорош». Осознайте, что это не ваша правда, это отголосок прошлого. Решение. Отвечайте не разочарованием, а благоразумием. Переведите дух. Молитесь. Действуйте медленно, но обдуманно. Последствия. Наблюдайте, как даже при небольшом прогрессе мир начинает расти. Вы больше не реагируете, вы творите.
Вот насколько новые убеждения рождаются не через внезапное откровение, а через ежедневное перепрограммирование. Взрослый становится любящим родителем внутреннего ребенка, обучая его новому эмоциональному языку. Деньги не являются злом, когда ими руководит божественная мудрость. Благодарность – это не слабость, а сила, и ожидание идеального состояния – враг чуда. Когда вы благодарите Бога прежде, чем результат будет достигнут, вы активируете сверхъестественную экономику небес. Помните эту истину: вы не можете пожинать то, что вам не нравится. Если в глубине души вы презираете богатых, вы подсознательно отвергаете избыток. Если вы завидуете чужому благословению, вы блокируете свое собственное. Но когда вы благословляете тех, кто преуспевает, и молитесь об их приумножении, вы присоединяетесь к божественному потоку. Вы перестаете конкурировать с другими и начинаете сотрудничать с Источником. Именно в этот момент двери откройся спокойно, без усилий, потому что твое сердце в конечном итоге не встречает сопротивления. Каждый раз, когда вы пишете в своем журнал благодарности или прошепчи это одно предложение молитва, представьте, что вы переворачиваете первую страницу той же блокнот. Я уже упоминал о том, что лежит на вашем столе. Каждая строка благодарности заполняет некогда пустую страницу новыми словами, которые переписывают ваш внутренний сценарий. Вы больше не эхо чужого страха, вы автор своего собственного божественного повествования. Скоро вы поймете, как эта письменная благодарность становится ключ, который открывает ваш следующий дверь несовпадения, а сотворчество С-Бог. Но прежде чем мы доберемся до этого, вам нужно увидеть скрытую модель, которая управляет вашими реакциями, невидимую теологию эмоций, которая удерживает вас в благословении и ожидании. Потому что благодарность меняет энергию вашего сердца, но осознание меняет направление вашего судьбы. И в следующей части мы вместе пройдем через это откровение, как простой акт молитвенного осознания преображает не только то, как вы думаете, но и то, как вы живете, как вы зарабатываете, как вы отдаете и как вы получаете. В жизни каждого верующего наступает момент, когда ожидание становится скрытой формой страха. Вы молитесь, но втайне ждете внешнего знака, чуда, идеального условия, чтобы доказать, что Бог вспомнил тебя. Те, кто живет в недостаток, постоянно ждут работу мечты, финансовый прорыв, идеального спутника жизни, неожиданную возможность. И пока они ждут, жизнь проходит, и сердце становится зависимым от химии жалоб. Каждый вздох, каждое стенание, каждое молчаливое сравнение с кем-то, кому повезло, высвобождает в организме то же самое вещество, которым питается тревога. Человек начинает зависеть от того самого ощущения, которое мешает ему чудо. И когда победа наконец приходит, если она приходит, тело, все еще привыкшее к беспокойству, отвергает покой. Оно становится беспокойным, неспособным наслаждаться благословением. Вот почему многие, кто добился успеха, вскоре его теряют, ведь они так и не научились жить в мире с изобилием. Секрет здесь: не нужно искать короткий путь, а нужно стремиться к трезвости. Есть классический, верный и святой путь, древний, как Писание, и практичный, как ежедневная работа. Молитесь, усмиряйте сердце, сформулируйте четкое намерение и действуйте усердно. А затем повторяйте снова и снова, пока покой не станет вашим естественным ритмом. Это не магия, это божественная логика. Это не суеверие, а забота. Управление своим вниманием и привязанностью, то есть своей молитвой, ваш фокус – основа ответственного изобилия. Мир учит, что производительность – это шум и движение, но дух учит, что все начинается с тишины и цели. Когда разум мечется в смятении, вы не слышите божественного наставления. Когда мысли кружатся в панике, вы получаете не откровение, а искажение. Сама наука теперь подтверждает то, что давным-давно открыло Писание: встревоженный разум теряет целостность. В высоком бета-диапазоне ваш мозг симулирует катастрофу, придумывая несуществующие проблемы.
Поэтому Бог дал нам дисциплину молитва не просто как преданность, но как регулирование, способ упорядочить привязанность. Несколько глубоких вдохов, пробормотанный стих, короткий псалом, прошептанные в утренней тишине – это не маленькие ритуалы. Это выравнивание. Они вновь открывают дверь порядка в разуме, позволяя вам услышать божественное повеление на день. И это повеление всегда практично. Как только ваш дух успокоится, всегда появится одна честная задача – изучить одну главу, позвонить клиенту, навести порядок в доме, пересмотреть финансы за неделю. Это небольшое действие, совершенное в спокойствии, несет в себе больше власть, чем сотни отчаянных поступков, совершенных в страхе. А теперь поговорим о деньгах. Многие думают, что это конечная цель, высший объект благословения, но деньги – это не сокровище, а испытание. Это МакГаффин. Эта история, кажущаяся награда, скрывает более глубокое откровение. Деньги никогда не были предназначены для того, чтобы быть хозяином. Это инструмент, а не идол. Он становится священным только тогда, когда используется в служении чудо не в обладании им, а во владении им с трезвостью. Когда им дают приказ, деньги теряют свою силу развращать и начинают подчиняться. Они идут туда, куда их посылают, а не туда, где их боятся. Итак, не ждите события, станьте им сами. Действуйте мирно. Сердце. Твой веродоказательством служит не то, чего вы хотите, а то, как вы себя ведете в промежутке между ними. Когда ваш разум говорит «ничего не происходит», ваш дух должен ответить «все готовится». Время царства не похоже на наше, Божий темп идеален. Каждый день, который вы проживаете с благодарностью и смыслом, вы уже идете по чуду, о котором вы молились. И через мгновение я раскрою вам полную формулу, как объединить ясное намерение, упорядоченную привязанность и дисциплинированные действия в один конкретный путь, дающий реальные результаты. Вы также поймете, почему благотворительность – это не роскошь, а ускоритель трансформации, и как отдача, даже скрытая, активизирует ваш следующий сезон избыток. Оставайтесь со мной, потому что в следующей части все соединится: блокнот, ваша молитва, ваши ежедневные привычки и ваш будущий рожай. Теперь мы достигли переломного момента, когда все, что казалось просто теорией, становится жизнью, практикой, рутиной. Чудо. Журнал то, что раньше было лишь выражением благодарности, теперь становится инструментом творения. Это символ вашего союза с Бог, воплощение нового договора сознания, процветания и цели. Именно в нем вы напишете то, что называете ответственным изобилием, не на языке показной роскоши, а на языке вера. Пишите спокойно, с намерением и почтением, чтобы мирно платить свои долги, чтобы достойно содержать свою семью, чтобы иметь возможность отдавать без лишнего шума, чтобы работать, не угрызая совести. Излагая эти слова на бумаге, вы не просто фиксируете желание, вы устанавливаете завет, духовная приверженность истине, которую вы выбрали для жизни. Это ясное намерение. Приведите свою волю в соответствие с волей Бога. Речь не идет о том, чтобы просить что-либо благословения, речь идет о желании только того, что может быть поддержано сердце чистой. Что не рождено трезвости и благодарности – это не благословение, а отвлечение. Ясное намерение – это знание, куда идти, и, прежде всего, знание, с кем идти. Когда ваша цель основана на доброте, даже усилия становятся легкими. Когда ваше процветание имеет цель, ваши деньги становятся слугой царства, а не тираном души. Вторым столпом является упорядоченное сердце. Прежде чем действовать, прежде чем даже думать о результатах, остановитесь. Помолитесь. Произнесите короткую, искреннюю молитву из одной строки: «Господи, упокой мое сердце, прежде чем я поведу руками». Эта молитва – невидимый щит, она восстанавливает ваше внимание и очищает вашу мотивацию.
Затем верните себе то, что мы называем объективная благодарность. Посмотрите, что у вас уже есть достаточно здоровья, чтобы работать, талант, который выделяет вас, и тот, кто молча поддерживает вас. Благодарность без причины – это не показуха, это приобретенная черта характера, духовная мышца, которую нужно тренировать ежедневно. Те, кто умеет быть благодарным за мелочи, открывают дверь-портал нового, чудо происходит не тогда, когда приходит что-то новое, а когда сердце наконец осознает ценность того, что у него уже есть. И затем приходит усердные руки. Здесь вера станет жестом, рутиной, дисциплиной. Возьмите свою большую цель и разбейте ее на честные ежедневные задачи. Делайте одно сложное дело в день, всего одно, без жалоб. Возможно, это изучение предмета, которого вы избегали месяцами, неловкий телефонный звонок или ответственный анализ своих расходов. Ежедневный вызов – это тренировка упорства. Каждое небольшое действие – это семя урожая будущее. И каждый раз, когда вы достигнете того, что задумали, записывайте это. Записывайте .журнал «Плод дня». Не для того, чтобы хвастаться, а для того, чтобы помнить, что тихий прогресс – это почва, где благословение расти. Теперь выплаты – видимые плоды сеяния. Первый принцип прост, но глубок, давайте сдержанно. Давайте то, что у вас есть, время, внимание, небольшую сумму денег. Этот молчаливый акт – духовное заявление «Я больше не живу под гнетом нужды». Вы не покупаете. Благословения обучает сердце щедрость – это школа свободы. Когда вы отдаете, вы доказываете себе, что деньги не владеют вами. Вы владеете ими. И в этом скромном жесте боготкрыть дверичто никакие амбиции не могли бы этого заставить. Вторая расплачиваться – это зрелость перед лицом неудач. Когда приходит потеря, а она обязательно случится, ведь жизнь проверяет крепость любой веры. Замените мысль «я все потерял» на «я не упущу урок». Те, кто прошел через испытания, не возвращаются прежними. Они возвращаются более рассудительными, более реалистичными, более мудрыми. Неудачи, если относиться к ним мудро, это всего лишь отклонение от пути, а не его конец, чудо-чисто скрывается в потере, потому что именно там сердце показывает, из какого вещества он сделан. И чтобы эти истины стали ощутимыми, прислушайтесь к голосам тех, кто прожил то же, что и вы. Они – свидетельство времени, мудрость опыта. Бабушка говорит, сначала я научилась благодарить, даже еда стала вкуснее. В своей простоте она раскрывает суть избыток, вкус вещей меняется, когда меняется внешний вид. Мастер говорит, я выделял 20 минут в день на изучение цен и клиентов, это перестало быть лотереей. Работа перестала быть отчаянной и стала стратегией. Он понял, что процветание является результатом метода игросоюзники. И священник тихим голосом добавляет, милостыня исцеляет душу от привязанности. Акт даяния разрывает порочный круг жадности и превращает деньги из бремени в инструмент. Поймите, все эти голоса говорят об одном и том же. Трансформация – это не волшебство, это взросление. Это переход от нужды к ответственной свободе. Когда пишешь, молишься, действуешь и отдаешь, что-то внутри тебя необратимо меняется. Избыток перестает быть далекой мечтой и становится ежедневным выражением вашего союза с Бог. Журнал то, что когда-то казалось простым, теперь священно. Это доказательство того, что вы поняли секрет. Процветать – это не накапливать, а упорядочивать. Это не иметь все, это жить в мире с тем, что имеешь, это не ждать чуда, это сотрудничать с ним каждый день. Неупорядоченное сердце – это ключ, и ясное намерение – это карта, и усердные руки – это путь. Тому, кто объединяет эти три элемента, больше не нужно бежать за благословение, она бросается за ним. Потому что Бог, видя, что слуга распоряжается мудро, он дает больше.
Он не умножает хаос, но умножает порядок. И тот, кто научился трудиться без угрызений совести, давать без хвастовства, благодарить без оправданий, становится благодатной почвой царствия. Ты прошел сюда не случайно, а по зову. Каждое прочитанное слово зеркала – ты то самое поле, где чудо прорастет. Продолжайте писать в журнал, продолжайте молиться, продолжайте действовать с терпением и целеустремленностью, урожай не опоздает. Она придет, молчаливая, верная, в точное время к Боге, когда вы приедите. Вы не только будете иметь то, чего всегда хотели, но и станете тем, кем вы всегда были призваны быть: управителем благословения, носитель избыток, слуга, который живет своей наследство с ответственностью и миром. Настанет день, и он наступит не раз, когда все внутри тебя будет взывать к утешению старого образа жизни. Когда знакомый голос поражения снова прошепчет: «Видишь? Ничего не изменилось. Ты снова там, где начал». Это час испытания, момент, когда твоя истинная вера утонченна. Самое сложное – не учиться чему-то новому, а выбирать иной путь, когда ваше тело, ваши эмоции и ваша память требуют привычного лечения. Но поймите, рецидив не означает неудачу, он лишь показывает, где именно ваши духовные мышцы нуждаются в укреплении. То, что когда-то было раной, теперь спортзал для ваших душ .багне наказывает вас повторением, он обучает вас посредством этого. Бывают моменты, когда жизнь, кажется, повторяется с почти жестокой точностью. Вы шли, молились, дисциплинировали себя, видели первые плоды благословения, и все же однажды, без предупреждения, та же старая схема возвращается. Тот старый внутренний голос, тонкий, настойчивый, начинает шептать: «Опять?» Ничего не изменилось. Ты не рожден для победы. Сердце сжимается, тело реагирует, разум пытается оправдаться. Это цикл возвращения старого в Евросоюз, пытаясь вернуть себе контроль. Однако правда в том, что это возвращение не регресс, а откровение. Бог это позволяет повторить тот же сценарий, чтобы вы ясно увидели, где у вас еще есть слабое место. Неудача не доказывает, что ничего не получается. Она лишь показывает, где вам еще нужно укреплять духовную и практическую силу упорства. Настоящее доказательство вероречь не о том, чтобы никогда не падать, а о том, чтобы подниматься быстрее, осознаннее и спокойнее с каждым падением. Старая привычка стремится затащить вас в ту же эмоциональную тюрьму, жаловаться, сравнивать себя с другими, сдаваться. К новое сердце, однако, трезво отвечает: «Я уже был здесь. Я знаю, что делать». Это отличие меняет все. Вы больше не заложник эмоций, а их хозяин. Верозрелость измеряется не отсутствием трудностей, а скоростью восстановления. Первый враг в это время – недисциплинированный ум, внутренний рассказчик, который драматизирует, преувеличивает, обвиняет. Он повторяет фразы вроде «ничего не меняется», «никто мне не помогает», «я не могу». Этот голос лжет, и вы уже знаете это. Это не Святой Дух, это эхо прошлого, шум страха. Задача проста, но непреложна – наблюдать, не вступая с этим голосом в диалог. Слушать его не как истину, а как симптом. Осознать, что он говорит о теле, а не о душе. Тело, привыкшее к эмоциональной зависимости от жалоб, просит лекарства жалости к себе. На дух отвечает авторитетно: «Я сын Бог». Я не питаюсь жалобами, я питаюсь намеренно. Чтобы противостоять этой внутренней войне, существует 3 частых падения и 3 исправления, которые являются мощным духовным оружием. Первая ошибка – молитесь час и жалуйтесь 15 минут. Вы молитесь, на мгновение обретаете покой, но вскоре какая-то маленькая мысль лишает вас покоя, плохие новости, счет, воспоминания. Ваше сердце снова становится тоскливым. Это как строить дом и каждый день вынимать из него кирпич.
Исправление – вот что мы называем точкой микровозврата к трезвости, маленькие вдохи воссоединения с Богом в течение всего дня. Не ждите воскресенья или утренних молитв. В любом месте, в любое время закройте глаза на мгновение и скажите: «Господи, повелевай моему сердцу сейчас». 30-секундная пауза несколько раз в день не дает душе разрушиться. Секрет не в интенсивности, а в постоянстве. Вторая ошибка – токсичное сравнение. Вы смотрите на своего соседа, коллегу, брата по церкви и думаете: он преуспел, а я нет. Зависть маскируется под праведность, и сердце отравляется. Проблема сравнения в том, что оно разрушает точку благодарность, плодородная почва благословения. Что делать? Немедленно прекратите эту мысль. Прочтите короткий псалом: «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться», и, если возможно, совершите какое-нибудь служение. Позвоните кому-нибудь и спросите: «Могу ли я вам чем-то помочь сегодня?» Служение растворяет яд сравнения. Невозможно одновременно завидовать и служить. Служение исцеляет взгляд и открывает потокизбыток. Третья ошибка – магическая концентрация на знаке. Многие живут в ожидании сверхъестественного подтверждения, числа, символа, видимого чуда, которое доказывает, что Бог действует. Но Царство действует не через суеверие, а через послушание. Исправление заключается в возвращении к состоянию долг. Учитесь, работайте, организуйте. Заботьтесь о том, что в ваших руках чудо это не доказывается, это практикуется. Когда сердце успокоено и долг исполнен, знаки появляются сами собой, не как зрелище, а как подтверждение того, что повеление приносит плоды. Эти небольшие исправления необходимо записать в ваш журнал. Это больше, чем дневник. Это карта вашего трансформации. Вот как этот процесс выглядит на практике. Сегодня я почувствовал зависть к коллеге. Я остановился. Я вздохнул. Я помолился: «Господи, избавь меня от зависти и дай мне руки трудолюбивые». Я позвонил бывшему клиенту и предложил свою помощь. В тот же день он попросил меня о небольшой работе. Вернулся мир. Счета были огромными. Вместо того, чтобы паниковать, я сел и составил таблицу. Вырезал лишнее. Позвонил и обговорил сроки. Я спал спокойно, хотя и не все решил. Заказ принес облегчение. Я тревожилась, ожидая знака. Вместо этого я навела порядок в доме. Пока я убиралась, мое сердце успокоилось. А на следующий день я получила неожиданный звонок. Это было не волшебство. Это было послушание. Эти рассказы не просто необычные истории, а портреты реальной жизни. Они показывают чудо повседневная жизнь тех, кто научился реагировать, а не реагировать. С каждой маленькой победой над старыми привычками закладывается новый корень зрелости. С каждым выбором безмятежности вместо отчаяния сердце усиливается. И тут начинает проявляться тонкое, почти скрытое откровение. Не все выгоды будут выражаться в наличности. Иногда выгода внутренняя – это восстановленный мир, вновь обретенная ясность, спокойный сон, улыбка того, кто доверяет. Это дивиденды королевствования хранятся не в банке, а в душе. Именно эти невидимые приобретения поддерживают видимые. Те, кто учится ценить невидимое, никогда больше не впадают в отчаяние из-за кажущихся потерь. Жизнь, по своей мудрости, циклична. Время, кажется, повторяет испытания, но на самом деле оно открывает возможности для совершенствования. Каждое возвращение к старому шаблону – это приглашение доказать, что вы уже новый. Когда вы чувствуете приближение краха, помните – метод «память – настоящий план». Вспомни, где ты упал.
Вернись к настоящему моменту с помощью вдоха и молитвы. Действуй, сделав небольшой конкретный жест. Падение отменяется само собой, когда есть движение, направляемое осознанностью. И в конце концов контрагенда раскрывается само собой. Истинная цель – не разбогатеть, а расти к деньги – это средство, а не цель. Цель – добродетель, польза и служение. Без них любое приумножение тщетно. С ними даже малое умножается, точка сердца указанная превращает зарплату в семя, труд в жертвенник, рутину в хвалу. Мудрый слуга понимает, что чудо-речь идет не о том, чтобы иметь все, а о том, чтобы быть целостным. Поэтому, когда старая привычка вернется, а она вернется, как приливы и отливы, не бойтесь. Смотрите на нее как на зеркало, которое лишь подтверждает вашу эволюцию. Улыбнитесь старому искушению и скажите со всей ответственностью: «Я знаю, что делать». Дышите. Молитесь. Действуйте. Ведите дневник. И доводите дело до конца. Каждый раз, когда вы отказываетесь остановиться на одном и том же месте, начинается новый цикл, и благословение возобновлен. В этот момент ученик становится хозяином самого себя. Не потому, что он перестал сражаться, а потому, что он научился сражаться с верой, со стратегией и спокойствием. И теперь, когда мир смотрит на вас и видит стабильность, он может даже не осознавать, что внутри вас каждый день идет война, которую выигрывают. Но Бог видит. Он видит ваши молчаливые усилия, вашу постоянную преданность, ваше стремление стать лучше. И это трогает его. Победа, в конце концов, не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы никогда не сдаваться и вставать. И те, кто учится проигрывать, не теряя того, чему научился, становятся непобедимыми. Потому что, в конце концов, именно так становятся истинными наследниками королевства жить, в мире, с целью и в постоянном движении к избытку, которое измеряется не цифрами, а характером. Каждый раз, когда вы спотыкаетесь и попадаете в ту же долину, он показывает вам то же самое место, которое все еще нуждается в свете. Вот как трансформация происходит, не выходя из цикла, а встречая его с новой позицией. Вы можете заметить, как время словно замыкается, те же споры, те же счета, та же усталость, тот же страх. Но на этот раз разница в том, что теперь вы держитесь ключи, которых у вас раньше не было – молитвы, осознанности, дисциплины и блокнота благодарности, который стал вашим завет. Вы можете взглянуть на один и тот же пейзаж с другой стороны, к сердцу. Вы можете пройти то же испытание с обновленной мудростью. Давайте посмотрим, что обычно происходит, когда старая модель поведения пытается вернуться. Сначала возникает ментальная спираль, внутренний диалог пессимизма. Он начинается тихо, так всегда бывает. Я устал верить. Другие идут вперед, я остаюсь позади. Это ненадежный рассказчик внутри вас, та часть разума, которая все еще зависима от драмы поражения. Вы должны научиться распознавать ее, наблюдать за ее голосом, не позволяя ей командовать. Цель не в том, чтобы заглушить этот голос, а в том, чтобы ответить ему дисциплиной и верой. Например, когда он говорит «ты всегда проигрываешь», ответьте «нет, я тренируюсь на выносливость». Когда он говорит «ничего не получается», скажите «все работает мне на благо, хотя я пока этого не вижу», сердце которой отвечает правдой на ложь, создает эмоциональную броню. А теперь давайте еще раз рассмотрим 3 наиболее распространенные ошибки, которые вновь бередят ту же рану, и пути их духовного исправления. Первая ошибка – я медитирую или молюсь час, а потом жалуюсь 15, то есть сразу после причастия ум возвращается к бормотанию. Исправление. Вместо одного длинногомолитвапожи, утопленной в негативе, культивировать микровозвраты к трезвости в течение дня. Короткие паузы. Глубокие вдохи.
Стих, прочитанный шепотом. Каждый раз, когда вы чувствуете волнение, уделите 30 секунд тому, чтобы сказать: «Господи, приведи мои мысли в порядок». Эти небольшие корректировки предотвращают падение еще до того, как оно произойдет. Вторая ошибка – токсичное сравнение. Вы смотрите на чужую жизнь, на их дом, на их работу, на их благословение, и забудь свой уникальный ритм. Судьба. Зависть – это духовная слепота, она заменяет благодарность осуждением. Исправление немедленно. Прервите мысль коротким псалмом, например: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», а затем действуйте. Помогайте. Позвоните кому-нибудь и спросите, нужна ли ему помощь. Ничто не развеивает зависть быстрее, чем благотворительность. Когда вы обращаете свое внимание наружу, ваше сердце восстанавливает равновесие, и Бог перенаправляет ваше внимание на ваш собственный урожай. Третья ошибка – магическая одержимость знаком. Вы все время ждете чего-то необыкновенного, сверхъестественного доказательства того, что ваше чудо близко. Вы интерпретируете. Совпадение, проверяете числа, читаете символы. Наверное, это не астрология, это послушание. Исправление – вернуться к своему долгу. Учиться. Работать. Навести порядок в доме. Когда дух спокоен, знаки появляются сами собой, не как испытание надежды, а как подтверждение прогресса. Тот, кто действует с порядком и благодарностью, никогда не пропустит божественный сигнал, потому что сигнал живет внутри. Чтобы сделать это более конкретным, посмотрите, что происходит, когда вы записываете свои ответы в журнал. Тот же священный блокнот. Это началось с благодарности и стало вашим духовным бортовым журналом. Эти краткие заметки не литература, а свидетельство перемен, записи души, проходящее обучение. Я завидовал своему коллеге. Я перестал. Я помолился: «Господи, избавь меня от зависти». Потом позвонил старому клиенту и предложил помощь. На следующий день он дал мне небольшую работу. Это не совпадение, это соответствие. Каждый акт смирения восстанавливает поток. Счета становятся все хуже. Вместо того, чтобы отчаиваться, я составил простую таблицу, вычеркнул все ненужное и договорился о сроках. Я спал спокойно. Это неудача, это забота. Мир – это доказательство вероприменяемой. Видишь ли, не каждый прирост придут наличными, и в этом заключается расчетливая красота божественной логики. Некоторые награды невидимы, но важны: эмоциональная стабильность, здоровье, спокойствие, новые идеи, примирение в отношениях. Это валюта небеса, и они обеспечивают будущий материальный урожай. Тот, кто умеет ценить мир, никогда больше не променяет его на панику. Важно понимать, что ваша главная битва – это не борьба с внешними препятствиями, а борьба с внутренним циклом, который стремится затянуть вас обратно в хаос. Привычка – это тень прежнего «я», и она будет испытывать вашу новую личность, пока вы не докажете ее подлинность. Но теперь у вас есть план «Священный ритм», который позволяет вам выдержать повторение. Когда вы чувствуете приближение рецидива, помните эту структуру: память сейчас план. Память, осознайте, где это началось, в тот момент, когда вы падали. Сейчас сделайте один глубокий вдох, вернитесь в подарок, прошепчи молитву заземления. План. Совершите одно небольшое дисциплинарное действие, напишите, организуйте, подайте или отдайте. Каждый раз, когда вы это делаете, вы перепрограммируете не только свой разум, но и свою духовную систему. Вы обучаете свою сердцечто, стабильность возможна даже в условиях турбулентности. И, наконец, великий поворот, откровение контржанра: деньги не являются целью. Это средство. Цель, достоинство и полезность. Богатство без мудрости,
напрасно, благословений без ответственности, бремя, об огне привлекает потребителей чуда, но администраторы, движимые целью. Он дает ресурсы не для удовлетворения эго, а для расширения служения. Тот, кто путает деньги со смыслом, в итоге остается ни с чем, независимо от того, насколько полон счет. Тот, кто воспринимает деньги как инструмент, находит изобилие даже в простоте. Поэтому, когда старая привычка вернется, а она обязательно вернется, не бойтесь ее. Осознайте ее, вдохните, действуйте, запишите и поблагодарите. Каждый раз, когда вы отказываетесь сломаться, в одном и том же месте дверь вашего следующего уровня открывается немного шире. Вы больше не жертва временных петель, вы – создатель новых циклов. Вы – живое доказательство того, вера может переписать шаблоны, которые дисциплина может осветить повседневную жизнь, и эта благодарность может перестраивать судьбы. Потому что, в конечном счете, зрелость определяется не отсутствием рецидивов, а тем, насколько быстро вы возвращаетесь к равновесию. Тот, кто поднимается быстрее с каждым разом, уже преодолел себя. Ты тот самый. Ты семя, которое много раз падало, но всегда снова давало корни. И на этот раз урожай не будет отложено. Наступает время года, когда ветер внезапно меняется, и земля, казавшаяся твердой, начинает дрожать. Вы накопили запас, вы научились управлять своими силами, богатства с верой и дисциплины, и все равно приходит потеря, частичная, неожиданная, возможно, несправедливая. Цифры больше не сходятся, сделка срывается, клиент исчезает, или проблемы со здоровьем нарушают ваши планы, старый голос возвращается немедленно, почти инстинктивно, все кончено. Видишь? Все усилия были напрасны. Этот голос знаком, это тоже эхо поражения, которое когда-то управляло тобой точка сердца. Но теперь что-то внутри тебя созрело. Натренированный голос, сформированный молитвой, благодарностью и ежедневным усердием, отвечает спокойно и уверенно: «Нет, это еще не конец. Я не забуду урок». И это простое предложение становится разделительной чертой между духовным крахом и трансформацией. Раньше жертва кричала: «Почему я?». Создатель теперь спрашивает: «Чему я должен здесь научиться?». Вы больше не боитесь шторм, потому что вы обнаружили, что дождь, который губит одно поле, может напоить другое. Вы открываете свой блокнот, верный спутник благодарности и дисциплины, и начинаешь писать. Ты замечаешь потерю, да, но также и мир, что осталось. Ты понимаешь, что этот мир, обретенный в дни тишины, теперь стал крепостью, способной устоять в дни потрясений. Это событие не разрушает тебя, оно тебя очищает. Практические шаги следуют естественным образом, потому что сердце упорядочено. Вы без отчаяния пересматриваете структуру затрат, разумно корректируете свои продукты или услуги, упрощаете то, что было неуместно. Дома разговоры, которые раньше заканчивались напряжением, теперь проходят честно и спокойно. Нет обвинений, только согласованность. Все под вашей крышей чувствуют то же самое, вероятно, что когда-то казалось недостижимым, чудо не в том, чтобы избежать потерь, а в том, чтобы оставаться в них целостным. Вы разорвали рабство перед капризами рынка, потому что ваш источник уже не экономика, это Бог. Благотворительность не прекращается, она просто меняет форму. Когда денег мало, щедрость проявляется во времени, служении, заботе. Вы открываете новые способы жертвовать, помогать соседу, наставлять молодого работника, навещать одинокого человека. Эти поступки – не утешительные призы, а духовное подкрепление. Вы доказываете своим сердцем, что избыток речь шла не о цифрах на счете, а о богатстве духа. Чем больше вы отдаете, даже в условиях дефицита, тем свободнее становитесь. Цепи страха,
эти невидимые узы, заставлявшие вас служить деньгам, словно Богу, наконец-то рвутся. Вы больше не преклоняетесь перед цифрами, вы твердо стоите перед Богом. Однажды ночью, после того, как потеря прошла и разум снова начал обретать покой, вы открываете тетрадь благодарности. Перечитывая записи, дни дисциплины, молитвы, маленькие победы, разрешенные конфликты, вы осознаете нечто священное. Мир, ваша практика перед бурей была той самой силой, которая помогла вам пережить ее. Мудрость, которую вы применяли в штиль, стала вашим якорем в хаосе. Это была не удача, не случайность, не позитивное мышление. Это было образование сердца, воспитанное в благодарности и выражаемое через доброе дело. Теперь вы понимаете, что ваша трансформация была не ради обретения комфорта, а ради обретения стабильности. Вы закрываете блокноте «Тихо улыбнитесь». Вы больше не боготворите достижения, потому что наконец-то знаете, где истинный источник ложь. Ты служишь тем, что имеешь, а не тем, чего не хватает. Когда есть в изобилии, ты отдаешь без страха, потому что ты усвоил, что источник не твой кошелек, а живое существо, которое обновляет силу и умножает добродетель. Ваше богатство больше не хрупкое, оно укреплено характером. Вас определяют не прибыль или убыток, а постоянство ваших вера. Это замкнувшийся круг, возвращение к началу пути. Когда-то вы были жертвой, которая обвиняла, которая ждала внешнего события, чтобы исправить то, что мог исцелить только внутренний порядок. Теперь вы – творец, который понимает, что каждое мгновение, даже потеря – это холст, на котором Божья мудрость рождает цель. Та же ситуация, которая когда-то вызывала отчаяние, теперь вызывает благодарность. Та же боль, которая когда-то подавляла молитву, теперь усугубляет ее. Вы наконец понимаете, что испытание было не из-за денег, а из-за мастерства. И в этой зрелости жизнь обретает новый ритм. Вы идете на работу не как отчаянный трудяга, а как соучастник божественного творения. Вы возвращаетесь домой не как добытчик, ужасающийся нужде, а как жрец домашнего алтаря, приносящий мир, где раньше было беспокойство. Ваши руки, когда-то беспокойные, теперь усердны и сосредоточены. Вы знаете, что каждая заработанная вами монета, каждое выполненное задание и каждое произнесенное вами слово могут стать жертвой, если все сделано с душой вера. Теперь, даже если мир вокруг вас дрожит, вы не дрогнете. Потому что ваш фундамент больше не на песке имущества, а на скале принципов. Вы познали разницу между потерей и потерей. Вы открыли, что потеря чего-то внешнего может открыть нечто вечное. Вы стали сильнее, не избегая бури, а научившись идти в ней спокойствием. И если однажды все снова рухнет, бизнес, планы, уверенность, ты уже знаешь, как начать все сначала. Ты знаешь, куда смотреть, не на то, что рухнуло, а на то, что осталось. Благодарность остается. Дисциплина остается, вера останки. Богостается. Это правда, свобода, способность начинать заново без горечи, восстанавливать без страха и благодарить еще до того, как высохнет новый фундамент. Потому что тот, кто учится проигрывать, не теряя при этом урока, никогда больше по-настоящему не проигрывает. Мы достигли финальной точки этого долгого пути, замыкания круга, возвращения к началу, где был задан первый вопрос: вы творец или жертва своей истории? Теперь, когда каждая деталь раскрыта, вы можете увидеть полную картину, которую мы выстроили вместе, кусочек за кусочком, слой за слоем. Сердце к сердцу. Это была не только история о богатстве, это было откровение о гармонии. Вы узнали, что вера рождается не из одной лишь мысли, а из союза повторения и эмоций. Вы видели, что христианский ответ к дефициту – это не отчаяние или магическое мышление, а молитва, трезвость и работа. Вы поняли, что фокус – это святое служение, дисциплина,
позволяющее сосредоточить внимание на том, что созидает, а не на том, что разрушает. Вы практиковали действия через небольшие, честные задачи. Вы тренировались в благотворительность как свободу от привязанностей. Вы узнали благоразумие, превращая поражение в уроки. И, наконец, вы культивировали благодарность не как реакция, а как тренированное состояние вера. Теперь пазл собран. Каждый эпизод, каждое размышление, каждый отрывок из Писания и пример были частью большего образа человека, зрелого как в духе, так и в поведении. Мы не продавали людские обещания или мистические сокращения. Мы предложили практический и духовный путь, где эмоции встречаются с дисциплиной, где молитва встречается с планированием, где Бог не волшебник, раздающий милости, а Отец, направляющий тех, кто действует. То, что когда-то было путаницей, теперь стало связностью. Разрозненные осколки твоего сердца собрались вокруг одной истины. Ваше чудо – это не случайность, ожидающая своего часа, а естественный результат упорядоченной жизни, проживаемой в сотрудничестве с Создателем. И да, деньги могут прийти. Но когда они придут, они больше не будут испытанием вашей ценности. Они придут как побочный продукт того, кто был преобразованный внутренне, человек, который лучше служит, лучше принимает решения и лучше любит. Вас больше будет оценивать не размер вашего дохода, а глубина вашей честности к избыток-то, что вытекает из этого, не является хрупким. Оно поддерживается характером. Богатства нового человека или женщины во Христе измеряется не имуществом, а полезностью. Когда Бог доверяет вам ресурсы, потому что знает, что вы будете умножать их не для тщеславия, а для служения. Итак, вот мы с вами стоим в конце этой истории, которая также была зеркалом. Возможно, читая эти слова, вы поняли, что все это время мы рассказывали вашу собственную историю. Блокнотто, что вначале казалось простой метафорой, стало мостом между намерением и трансформацией. Завет это началось со слов на бумаге, которые превратились в действия в реальном мире. Вы прошли путь от жалобы к ясности, от страха к вере, от зависимости к ответственности. Человек, начавший этот путь, уже не тот, кто его завершает. Вы стали более уравновешенными, более осознанными, более благодарными. И хотя ваши обстоятельства, возможно, не изменились полностью, ваше сердце имеет, и это меняет все. По правде говоря, то, что осталось, просто сердце, которое не поступает со своими принципами. Мир всегда будет искушать вас короткими путями, шумом, иллюзией скорости. Но долговечно то, что строится медленно, осознанно и преданно. Человеку, сохраняющему честность в малом, будет доверена и большая Божья математика, справедливость, которая вознаграждает постоянство больше, чем гениальность. И в этой справедливости ваша судьба находится под защитой. Мы заканчиваем там, где начали, выбором между жертвенностью и созиданием. Каждый день этот выбор тихо появляется снова и снова в ваших мыслях, в вашей рутине, в ваших отношениях. Будете ли вы ждать, пока внешний мир подтвердит вашу ценность, или будете действовать с спокойствием человека, который уже знает, кто он есть на самом деле, Бог? Приглашение остается в силе. Творите вместе с ним, со своим сообществом и с лучшей версией себя, чудо не за горами. Это плод ежедневной последовательности. Если однажды снова возникнет замешательство, откройте блокнот, перечитайте записи благодарностей, простые планы, молитвы, написанные в моменты сомнений. Там вы найдете не только свои собственные слова, но и отпечатки Святого Духа, направляющего вас изнутри. Вы вспомните, что источник никогда не иссякал. Вы увидите, что каждая потеря была лишь обрезкой, каждое молчание – подготовкой к новым плодам. И прежде чем мы расстанемся, позвольте мне предложить вам последнее размышление. Когда Богон призывает вас к изобилию, Он призывает вас не к излишествам, а к пользе. Нести благословение стать каналом, а не резервуаром. Жить в изобилии – это освободить место в вашем разуме,
в вашем расписании, в ваших финансах и вашем сердце, чтобы другие могли испытать милость через тебя. Это истинное наследие жизни, устроенной по божественному принципу. Итак, с завершением этого послания Тиха открывается новое начало. Выберите путь практики. Выберите скромный труд последовательности. Выберите продолжение строительства, одно честное действие за раз. И если это послание тронуло вас, дух, поделитесь этим с тем, кому сегодня нужен свет. Оставьте комментарий ниже, рассказав о небольшом прогрессе вашей недели, возможно, о новой дисциплине, восстановлении отношений, моменте неожиданного покоя. А после этого посмотрите следующее видео, где мы углубимся в практические аспекты финансовой простоты и христианской организации, ведь процветание без мудрости мимолетно, но процветание, направляемое, богвыдерживает. И помните, история никогда по-настоящему не заканчивается. Она просто продолжается каждое утро, когда вы просыпаетесь, молитесь и снова делаете выбор быть не жертвой обстоятельств, а творцом своей судьбы.